и видок у тебя. Садись в машину. Есть серьезный разговор. Генри, я приношу свои извинения за облом на Дальперро. Скорее, это я должен перед тобой извиниться. Мне надо было заранее узнать, чьей дочерью является наша клиентка. Тебе повезло, что ты еще жив. И чья же она дочь? Одного очень влиятельного в здешних кругах человека. Вряд ли у нас получится в дальнейшем с ним ладить. Он на дух не переносит наш бизнес. Но пока мы не раскрутились, с ним лучше лишний раз не конфликтовать. Однако разговор пойдет не об этом. А о чем же? Если опять надо продавать порошок чьей-то дочке, то я пас. Уж лучше увлекательная поездка к мистеру Чену в контейнере с тухлой рыбой. Нет, у нас вскоре появится крупная проблема. Помнишь, я рассказывал, что мне пришлось покинуть Сан-Фиеро? Помню, но ты так и не рассказал, почему тебе пришлось оттуда уехать. В Сан-Фиеро я был большим человеком. Одним из самых приближенных к главе Тонга Красного Геккона. Однажды глава внезапно умер, и возник вопрос, кто унаследует титул лидера триады Сан-Фиеро. Я предложил решить все мирно, за столом переговоров, и почти все мои коллеги поддержали это решение. Почти все. Но, к сожалению, в нашем стаде нашлась и паршивая овца. Змея в женском обличье, бесстрастная, холодная и жестокая. Про нее ходили слухи, что она лично казнит всех, кто попадется на стукачестве или утаивании дохода с предприятий триады. Зная ее, скажу одно, даже если это и неправда, то правда гораздо ужаснее. В общем, эта женщина, мисс И, пришла на переговоры с винтовкой и расстреляла в упор почти всех. Меня спасло лишь то, что у нее закончились патроны в обойме. Можешь себе это представить? Это был единственный раз, когда я видел на ее лице улыбку. Джей, она позволила мне забрать только мою яхту и убраться по добру, по здорову из города. Я потерял все, к чему шел долгие годы. Бизнес, положение в обществе, перспективы. А теперь прошел слушок, что мисс И решила посетить и этот город, чтобы выжать его как лимон в своих холодных змеиных объятиях. Черт возьми, Генри, у меня аж мурашки по коже пошли. Что-то я не уверен, что у нас не завяжется дружба. Именно. Нам надо как можно быстрее набрать вес в криминальных кругах, чтобы у нас был шанс сразиться с ней на равных. Я больше никуда не побегу, Джей. Да и тебе бежать больше некуда. Услышь нас, князь тьмы! Обрати свой пылающий взор на верных слуг своих! О, сатана, мы призываем тебя! О, сатана, мы призываем тебя! Всем кокса! Я угощаю! Прости меня, дорогая. Я не смог правильно воспитать нашу дочь.
Тоже не спишь, Заграб? Мне приснился ночной кошмар. С каждым днем жизнь становится кошмарнее любого ночного кошмара. Игорь, я не знаю, что делать с Софи. Постоянно шляется с этими богатенькими сынками. Они употребляют наркотики и черт его знает, чем еще занимается. Как же я, идиот, смог упустить тот момент, когда был еще шанс все исправить. Не ругай так себя, Заграб. Когда умерла моя дочь, ты остался без жены, а Софья без матери. Ей было тяжело. Она еще подросток. Это бунтарство пройдет со временем. Вот увидишь, она поступит в колледж, и мы оба будем ею гордиться. Эх, Игорь. Послушай, может ей стоит побыть на природе? Давай, свози ее на ранчо Коса-дель-Соль, пусть подышит горным воздухом, пообщается с ребятишками Лерго, со старым Хуаном. Как тебе мысль? А ведь отличная идея. Там не будет этих ее наркоманов-дружков. Она отвыкнет от наркоты. Ты прав. Завтра же везу ее на ранчо. Зачем мы сюда приехали, Генри? Нам нужна неприметная машина, чтобы не бросалась в глаза кому не надо. Эдди, выбери нам тачку на свой вкус, потому что за рулем будешь сидеть ты. О деньгах не беспокойся. Машины принадлежат моему старому знакомому. Еще по Фиеда. Ого, щедрое предложение, мистер Феромир. То есть я хотел сказать Генри. Пойду выбирать себе ласточку. Хороший выбор. Жаль, тесноватая. А почему ты выбрал именно ее? Она единственная из всех завелась. Твой знакомый что, металлоломом торгует? Что-то вроде того. Поехали. По дороге расскажу, что будем делать. Кузен, я сейчас нахожусь на ранчо и не могу долго говорить. Я месяц назад отправил тебе полный грузовик денег, а товар до сих пор не пришел. Мои люди заждались. Диего, речь идет о самой крупной партии со времен 80-х. Нам потребовалась неделя, чтобы только закончить погрузку. Кстати, где ты умудрился достать 100 миллионов? У меня здесь достаточно платежеспособных друзей. В общем, жду товар на следующей неделе, иначе мои друзья начнут волноваться. А я не хочу в один прекрасный день проснуться с перерезанным горлом. О, черт, мне пора. Диего, куда ты постоянно пропадаешь? Кому ты звонил? Своему парикмахеру. Надо бы подстричься, побриться. Ну ты понял. У меня же свадьба послезавтра. Смотри, чтобы твой парикмахер тебе бритвой горло не перерезал. Давай, ждем тебя за столом. Малышка Мария первый раз в жизни испекла пирог с яблоками. Надо поддержать девочку. Надеюсь, ты не отравишься, а то придется тебя закопать прямо тут, на ранчо. Земли у нас тут много. Диабло, неужели он все знает? Но откуда? Тогда к чему эта фраза про перерезанное горло? Про то, что меня тут закопают? Нет, с этим надо срочно что-то делать. Пусть он хоть 1000 раз мой дядя, под угрозой дела на 100 миллионов. Сначала я хотел обойтись без этого, но, боюсь, у нас нет иного выхода, кроме как заключить сделку с одной из местных банд. Я навел справки. Сейчас самые крупные наркоторговцы в городе – банда Балас. Это черные. Обычно ходят в фиолетовой одежде. Их отличительный знак. Криминальные воины 90-х сделали из них настоящих зверей. Но на подходе новое поколение, которое ставит интересы бизнеса превыше уголовных понятий. Именно с ними мы и попытаемся вести дела. Приобретем у них пробную партию и распространим за городом, вне их территории. Как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы.
Желаю приятного отдыха, Софи. Ага. Машина Диего? Что он тут забыл? Зок, хорошо, что ты тут. У нас еще остался пирог. Мария испекла в первый раз. Получилось довольно вкусно. И тебе, Софи, хватит. Спасибо, Хуан. Но у меня что-то зуб разболелся. Надо бы заехать к дантисту. Ой, сегодня весь день какой-то неудачный. Твой зуб-то еще и Диего себя странно вел. Я позвал его к столу, а он вдруг весь в лице переменился и срочно уехал к своему парикмахеру. Вот скажи, неужели он не мог остаться на чай? Зок, ты знаешь, я даже немного на него обижен после всего этого. Да, Диего часто ведет себя странно. Почему-то он избегает меня, хотя в свое время спас мне жизнь. Черт! Заграб ранен! А ты еще кто? Я друг, я отвезу его к врачу. Помогите мне поднять его и отнести в машину. Я так и не узнал, почему Диего оказался тогда в аэропорту. Иногда я даже думаю, не увязался ли он за Пепе. Но тогда почему он не улетел с ним, а остался в Лос-Сантосе? Почему, оставшись здесь, не убил нас с Игорем, хотя мы были легкой добычей? Видимо, он все-таки не связан с Пепе. Я тоже ломал голову над этим, Зок. Факт остается фактом. Диего очень странный парень, но он пригласил всех нас на свою свадьбу послезавтра. Это Лола. Она, по правде говоря, чересчур красивее и моложе него. Наверное, его привлекли деньги Диего. В тебе нет никакой романтики, Зок. Вот Розалина, царство ей небесное, тоже была очаровашкой. И я не понимаю, что она во мне нашла. А ведь тогда я и не был богат, как, впрочем, и сейчас. Жил в достатке, не более того. Как скажешь. Хуан, а Софи поживет у вас пару месяцев? Мне кажется, город вредит ее здоровью. Да, конечно. Я тоже заметил, как она исхудала. Бедная девочка. Ей явно пойдет на пользу свежий горный воздух. Спасибо, амиго. Мне пора. Передавай привет ребятишкам. Давай, на свадьбу-то приедешь? Пока не знаю. Надо бы. Увидимся. Не забудь, завтра вечером встречаемся здесь и едем на встречу с Балласами. Раздобудь себе какое-нибудь оружие. Вот, держи деньги. Увидимся. Судя по всему, нам предстояла неплохая заварушка с этими фаусами. У меня было достаточно времени на подготовку, и я решил заглянуть в полицейский участок и проведать дядюшку. Мистер Ли, нам очень повезло с вами познакомиться, и я очень рад, что такой блистательный стратег и тактик, как вы, согласился поступить к нам на службу. Сэр, я вас не разочарую. О, вижу потенциального преступника. Эй! Я спасотел. Это же мой любимый племянник Дзей. Хочешь с нами в патруль? А оружие мне выдадут? Конечно. У полиции Лос-Сантоса найдется все, что захочешь. Пистолет, штурмовая винтовка, РПГ. Но у нас нет на складе РПГ, мистер Ли. Спасибо. Думаю, пистолета будет достаточно. Я готов. Отлично. Садись в машину. Пожелайте нам удачи, комиссар. Хорошей охоты, господа.
Водила, поехали! Милая, это я. Чем занимаешься? Думаю, тебе, конечно. Сижу вот в парикмахерской. Делаю маникюр, педикюр, депиляцию. Поверить не могу, что уже завтра наша свадьба, Лола. Я так счастлив. И я тоже, пупсик. Ладно, мне пора, чмоки-чмоки. Эльза, спасибо, что вычистила мой старый смокинг от нафталина. Послезавтра у моего племеша Диего свадьба. Нужно выглядеть прилично. Вот тебе на чай. Выпей за здоровье молодых. Прости меня, Хуан, но ты стал опасен для бизнеса. Зэй, я нашел тут под сиденьем, только это старье. Не знаю, насколько он исправен. Дерзай пока его, а потом комиссар выдаст тебе новенький. Водила, стоп! Везу нарушителя! Сэр, вы в курсе, что здесь курить запрещено? Пошел нахер, старый гей. Счастливого пути, сэр! Не нарушайте! Вот видишь, Зей, закон восторжествовал. Это просто. Следующего преступника задержи сам. Водила, поехали! У меня просто нет слов, дядюшка! Ты лучший коп из всех, кого я видел! Алло? Папа! Папа! Боже мой, Софи, что случилось? Папа! Дядя Хуан попал под машину! Его сейчас увезли в больницу! Что? Господи, в какую больницу? В больницу Палета! Я не могу ехать, Мария тут с ума сходит! Мы позвонили Карлосу! Оставайтесь на ранчо, я еду в больницу к дяде Хуану. Черт, потом еще машину чинить. Что за день? Водила, стоп! Вижу нарушителя! Зей, твой выход! Эй, ты! Стой! Стрелять буду! Сэр, вы арестованы за попытку вооруженного грабежа. Повторяй, Зей. Сэр, вы ограблены за попытку вооруженного ареста! Черт!
не то. Вы вооружены за грабеж. Черт, опять не то. Эй, ты не на того черного наехал, пацанчик. Я буду стрелять. Стреляй, все равно не попадешь. Ну и дерьмо же ты мне подсунул, дядюшка. Зей, я верю в тебя! Да пребудет с тобой сила дракона! Хия! Мне не нужен пистолет, чтобы проучить тебя. Хия! Еще раз тебя увижу, убью нахрен! Джей, запомни это имя! Зей, ты отлично разобрался с этим бандитом. Ну а наше дежурство на сегодня завершено. Поехали в участок, дадим тебе новый пистолет, а потом иди отдыхать. Ты это заслужил. Док, скажите, он будет жить? Думаю, да, мистер Казарян. Но у него сломан позвоночник, и, боюсь, он будет парализован до конца своих дней. Удар был очень сильный. Ваш друг очень крепкий человек, несмотря на возраст. Другой бы погиб на месте от такого удара. Можете поподробнее рассказать про удар, Док? Где это произошло? Вы заметили что-нибудь необычное? Инцидент произошел у прачечной Эльзы в Грейпсиде. Там не особенно оживленное движение, и вашего друга явно целенаправленно сбил какой-то психопат. Удар, как я уже сказал, был очень сильным. На одежде мистера Лерго даже остался след белой краски. Очевидно, его сбила белая машина. Не хочется думать, что это были копы или скорая помощь. Извините, сэр. Ничего, вы очень помогли. Позаботьтесь о моем друге как следует. Возьмите эти деньги за беспокойство. Спасибо. Алло, Софи, это я. Дядя Хуан серьезно ранен, но жить будет. Состояние тяжелое. Пока держи Марию и Карлоса на ферме. Присмотри за ними, прошу. Держитесь там. Мне надо кое-куда съездить, а потом я сразу к вам. До скорого. Алло, будьте добры, подскажите ближайшую Грейпсиду автомастерскую. У моей машины вмятина. Понял, спасибо. Кажется, в этот раз мне удастся убить одним выстрелом двух зайцев. Починю вмятину и расспрошу, не заезжал ли к ним кто-нибудь на окровавленной машине. Машина Диего? Что он тут забыл? Неужели тоже ищет нападавшего? Хотите починить вмятину, сэр? У нас сегодня прямо день жестянщика. Да, хотелось бы. Отсюда только что уехал такой усатый, смуглый мужчина на белой машине. Он, наверное, уже задавал вам какие-то вопросы, но... Какие вопросы? Как скоро вы отмоете кровь и выпрямите кузов? Ну, у вас-то небольшая вмятина. А у того вся морда была разворочена.
Да и крови на вашей машине я не вижу. Погодите, он чинил у вас машину? Да, сэр, огромная вмятина. Весь вперед забрызган кровью. Говорит, оленя сбил. В наших местах олени отродясь не водились. Ну какая мне разница? Заплатил он хорошо. Спасибо, я оставлю у вас машину, а сам отъеду ненадолго, окей? Вот моя визитка и задаток. Как скажете, мистер Казарян, сэр. За такие деньги я вам и салон пропылесосить могу. Это лишнее. Жду вашего звонка. Диего, вот ведь ты поплатишься за это. Алло, могу я заказать такси? Мастерская Джонсона. Спасибо, жду. Здравствуй, Джей. Раздобыл оружие? Да, новенький 9-миллиметровый. Дедушка позаимствовал со склада полиции. Ого! Твой дядюшка зря времени не теряет. Поехали. Встреча назначена в Cypress Flats. Ну что же, Чарльз Норрис, вот и первая ступень на пути к вершине карьеры. В штате Техас ловить было нечего, и мне очень повезло, что я смог добиться перевода в Лос-Сантос. Здесь наверняка полно возможностей проявить себя с лучшей стороны. Арестовать самых опасных преступников. Может быть, даже предотвратить покушение на мэра. И тогда меня заметят, и я исполню мечту всей своей жизни. Попаду в Вашингтон. Буду охранять самого президента. Штаб-квартиру Федерального бюро, сэр. Будьте любезны. Не дай бог ты, козлина, опять принес мне кофе с сахаром. У меня ж диабет, мать твою. Здравия желаю, сэр. Прошу прощения, я думал, это наш практикант. Добрый день. Я специальный агент Чарльз Норрис, и меня перевели в управление Лос-Сантоса. Я прибыл и готов приступить к своим обязанностям. Ах да, Норрис. Очень приятно. Это выходит, вас мы получили по обмену. Так точно, сэр. Надеюсь, у вас в Техасе ничего не имеют против агентов-трансвеститов. Слава богу, мы от него избавились. То есть от нее. Или от него. Ладно, неважно. Вам нужен напарник, Норрис? Пожалуй, дадим вам в напарники еще одного агента по обмену. Его фамилия Шмалевич. А имя такое сложное, что я не смог его запомнить, как ни пытался. Ну, не особо я и пытался. Нахрен оно мне надо. Ладно. Он прибывает через час самолетом из Кингстона. Ваше первое задание — встретить его и проводить сюда. На парковке вам выдадут машину. Виноват, сэр. Есть одна проблема. Какая же? У меня нет прав, сэр. Вот это неожиданность. В Техасе я передвигался верхом на лошади. Ладно, езжайте на такси.
Потом зайдете в бухгалтерию и вам его оплатят. Может быть. Скорее нет, чем да. Не оплатят. Ладно, приступайте, Норрис. Есть, сэр. Вот уж послал Господь Шизика на мою голову. Они с этим, как его там, Шмалевичем будут просто идеальной парой. Вы Шмалевич? Вавилон дал мне это имя, Раста, и я ношу его с гордостью, ибо я слуга Вавилона, Раста. Мне надо в бюро, Раста. Вавилон ждет новых жертв. Какой у вас необычный акцент, Шмалевич. Меня зовут Норрис. Садитесь в такси и поедем в бюро. Раста. Итак, орлы. Поступила оперативная информация, что в районе Cypress Flats зафиксирована преступная активность. Наркотрафик, подпольные бордели и прочие притоны. Вашей сегодняшней задачей будет патрулирование района и реагирование на любые признаки преступной деятельности. Выполняйте. Есть, сэр. Раста. Тише района не найти. Туда по вечерам даже собаки не забегают. Ну, то есть забегают, конечно. Да там по вечерам только собаки и бегают. Ладно, пусть привыкают к службе. Вот мы с тобой поквитаемся, Диего. Что за... Идиот! Боже, ты что творишь, псих? Двойной ублюдок. Маньяк, отвяжись от меня! Господи, о нет! Боже. Неужели он отстал, грёбаный псих? Надо позвонить Диего и рассказать.
Добрый вечер, господа. Мы с партнером приехали обсудить перспективы нашего с вами совместного бизнеса. Говори попроще, чувак. Тут не любят сложные приколы. Торговать дурью решил? Это уже разговор, чувак. Продолжай. Да, мы можем распространять ваш товар за городом, где каналы сбыта у вас пока не налажены. Эй, Раста, смотри, там люди. Так точно, агент Шмалевич. Давайте выясним у них адреса нелегальных заведений, про которые говорил шеф. Только очень осторожно, чтобы они ничего не заподозрили. Раста. Эй, Раста, где тут бордели и притоны? И наркотрафик, Раста? Эй, зеленые шмотки, это Чемберленский Кент, Ballas for Life, мочи зеленых! Черт! Каждый сам за себя, Джей! За Вавилон, Раста! Эй, Генри! Погоди! Они нас не преследуют! Генри! О, черт! И кто бы мог подумать? Такой солидный парень, а сбежал как последняя крыса. Эх, говорил мне дядюшка, что я не умею разбираться в людях. Эй, Снежок, ты не в том районе тачки взрываешь. Что? Да ты знаешь, кто я. Ты старый белый пердун, давай все бабки и мобил, не то порежу. Вот и смерть твоя пришла, Снежок. Я же говорил тебе, в следующий раз увижу, убью. А ты мне не поверил. Погоди, погоди. Ты? Ты мне говорил то же самое. Ты тот псих с пирса! Что? И где теперь твоя бита, а? Сейчас я, как видишь, без биты. Случайно или нет, ты спас мне жизнь. Благодарю. По законам армянской мафии, теперь ты мой друг. Пусть даже продаешь моей дочери наркоту. Да я уже завязал с этим делом как-то. Я слышал, ты большая шишка в этом городе? Я юрист. Меня зовут Заграб Казарьян. А ты кто? Я Джейли, не юрист. Это я уже понял. Убьешь меня? Нет. Меня только что бросил на произвол судьбы мой покровитель. Потом я спас жизнь человеку, который пару дней назад меня чуть ли не убил. Ох уж этот безумный мир. Бросил покровитель? Да. Больше никогда не свяжусь с наркоторговцами. Правильно мыслишь. Для них существуют только деньги. На людей им плевать. Может, подойдем ко мне в офис, обсудим это за чашечкой чая. У меня как раз есть китайский зеленый. Окей. Чашечка чая мне сейчас точно не помешает. Агент Шмалевич, какого лешего? Первый день работы и уже гора трупов. Шеф нас живьем сожрет. О боже. Лучше б я остался в Техасе. Эй, Раста, давай уедем отсюда, будто ничего и не было. Мне надо как раз шмоток купить, чтобы меня не называли этим черлидером, Раста. О боже. Черт, Шмалевич! Я за 5 лет службы на Диком Западе не завалил столько, сколько ты сегодня! Шеф непременно узнает, и тогда всей моей карьере конец!
Раста, ты напряжен. Не бойся Вавилона. Стань Вавилоном, и он тебя не тронет, Раста. Музыка тебя расслабит, Раста. Giamaica! Giamaica! Quanto mi sembrava di bruciare tu un tuo beso ardente. Sai che mi potevo disertare presso la corte di un fonte. Ma come portò a citare Laura se questo mio cuore c'è dalle persiane d'amore sento prisione. Giamaica, Giamaica, Rasta. Ma che vai, Rasta? Oh, che tu mi vedi ritornare come un mandoro partita. Quel volantista le donna, quegli occhi di Madonna, tutte tradisce le donna, sono in suo cuore. Giamaica, Giamaica, sotto il tuo lempiero tropicale volgarino di rumore. Giamaica, Giamaica, Интересуешься играми и технологиями? Обязательно подпишись на HiTech Cube. Ссылка в описании к видео.